Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт для вашего знака зодиака. Конечно, будем реалистами. Любой общий прогноз не расскажет о личной истории, о нюансах жизни каждого из вас. Но я надеюсь, первое, что мы проведем с вами приятное время. И также, что какие-то подсказки для вас определенно будут. Может быть, какую-то ситуацию вы сможете благодаря картам или когда мы размышляем и допускаем альтернативные варианты развития событий, вы попросту тоже просчитаете или какая-то ситуация, которая двойственная для вас, станет более конкретной и понятной. По крайней мере, я на это надеюсь, мои дорогие стрельцы. И благодарю вас за ваши прекрасные комментарии, за то, что вы смотрите мое видео, за то, что вы откликаетесь. Это мое вдохновение. Итак, основные две темы или два направления – это неожиданности, что важно знать у нас по видео. И мы первые две карты как раз и достанем по этим вопросам. Итак, что важно знать или что для вас будет в приоритете, чем придется заниматься. Может быть, ваше настроение, общий фон. Есть то, что важно, одним словом. Чего не избежать? Или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что вам будет помогать, что будет радовать на неделе? Что скрыто? Достанем такую карту. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег на неделю и личная жизнь. Итак, первая карта, что же важно знать? Замечательно. Туз пентаклей или туз монет в этой колоде карт. Вообще это помощь высших сил. Есть такое значение по этой карте. Может быть, знаете, это как новость, которую вы получите. И даже если все же у каждого своя жизненная история. Вот бывает такое, когда мы получаем какую-то информацию, она нас в первый момент как-то обескураживает. Проходит время, мы потом понимаем, зачем все это нужно было. То есть какой-то, такое, знаете, как стечение обстоятельств или не случайная случайность. Вот такое проходит тоже по этой карте. Но, конечно, основное значение все же это у нас монеты, стало быть, деньги, получение денег или какая-то счастливая новость. Удачная оказия, тоже что-то у вас может быть со знаком плюс. И где-то вы на своей волне, одним словом. Если мы про настроение, хорошее настроение. И поскольку Пентакли это есть какая-то конкретика. Это не что-то там заоблачное, как будто все у нас у причала этой недели. И ваше само по себе настроение, оно будет направлено на достижение либо каких-то конкретных задач, решения конкретных вопросов. Вы хотите результата, мои дорогие. По крайней мере, вы как будто нацелены. И нам ангел показан, который дает эту монету. Значит, помощь высших сил вам обеспечена, ваших ангелов, хранителей, мои дорогие стрельцы. Давайте посмотрим, чего не избежать или неожиданности. Старший аркан. Это так выглядит. Шут у нас в этой колоде. Знаете, вот в этой колоде прописано значение карты шута, как идет женщина в белых одеждах, громко стучит в бубен и поет песни. Вот буквально так. То есть, есть такое, как что-то сделано по-дурацки. Вы можете столкнуться с таким человеком, как он ведет себя, каким-то для вас неподобающим образом. Или он привлекает к себе внимание, может быть, тоже как-то не очень привычно взгляду. Или есть человек какой-то нестандартностью своего поведения, своего мышления. Он может вас заинтересовать. Может быть, это как альтернативные варианты развития событий. Все-таки у нас нулевой аркан еще и говорит про начало какое-то. Или, условно, этап обновления в вашей жизни. Или начало новых отношений, у кого-то начало нового вида деятельности, новой работы, новых способов заработка. Но есть и другое значение, если в неожиданностях.
Тут действительно по нулевому аркану может быть с учетом туза пентаклей какая-то оказия решить либо финансовую ситуацию, либо с чем-то разобраться и сразу как будто новые возможности. Но не быть предвзятому, понимаете, вот по этой карте мы не должны опираться как будто на какой-то шаблон или стереотип. Сломать скорее какой-то стереотип, мои дорогие стрельцы, вам придется. Может быть, это не будет так просто. Может быть, к чему-то вы уже привыкли. Или это, знаете, когда мы, предположим, делаем что-то уже как по накатанной колее или на автоматизме, а эта неделя вас заставит, допустим, принять что-то невероятное или иррациональное. То, что вы прежде говорили «нет, этого быть не может», а на этой неделе вы столкнетесь с тем, что это есть в реальности, или вам самим придется поступать так, когда вы удивитесь. И, оглянувшись назад, вы скажете: ага, вот еще год тому назад я бы, наверное, так не поступила, или я бы так не сделал, или не думал, а вот теперь это уже как вариант нормы. Но вот что-то такое есть. У каждого, повторюсь, по-своему. Давайте посмотрим, чему сейчас не время или что может помешать. Хандра. Хандра, апатия какая-то, ну, как мы говорим, накатила, или глубокая философия. Усталость, мои дорогие, тоже может помешать. Потому что вот как раз ангел вам преподносит этот самый туз кубков или туз пентаклей, назовите, возможности какую-то. Кубок несет наполненный ангел, как будто высшие силы вас действительно поддерживают, но опасность в вас самих. Когда вы можете от чего-то отказаться или попросту не увидеть. Может быть, что-то будет выглядеть по-дурацки, правда? Или для вас совершенно неприемлемой, но это на первый взгляд. Поэтому все возможности, что дает судьба, или какую-то информацию, предложение, определенно есть смысл додумать. Не отказываться от чего-то, если на первый взгляд вы не знаете, как с этим взаимодействовать, или вы не знаете, что будет дальше. Подумать стоит. Нам не говорят на что-то, как будто мы на долгий срок ориентируемся. Нет. Но такой своеобразный дебют как раз может быть осуществлен. А мы как будто вы, мои дорогие стрельцы, можете вот так, как вот этот персонаж, показанный на карте, он сидит, скрестя руки на груди. Это такой своеобразный символ, как я закрыт от внешних предложений, от мира. У меня какая-то своя история, и у меня есть дела поважнее. Я вот сейчас обдумываю, что у меня миска буквально какая-то, которая больше годится для животных. Обратите внимание, надеюсь, видно. Вот она по какой-то причине пуста, то есть сущий пустяк или какая-то ерунда, которую вы можете поставить на первое место и не увидеть прекрасной возможности. Так вот, такой хандре или какому-то прежнему стереотипу, шаблону точно не место. Это будет мешать в каком-то грандиозном масштабе. Ну или пусть это масштаб не грандиозен, но как минимум одно дело вы можете решить, совершить или найти выход из создавшейся ситуации. А тут вы сами себе как будто можете поставить шаблон, вот должно быть только так. А вот оно-то так не будет. Как-то с какими-то нюансами может быть по-другому и может быть еще более перспективными. Но мы словно можем закрыться от мира. Что будет помогать? Вы маги-волшебники на этой неделе, правда? Вот все то, что мы говорили в самом начале по этим картам, у вас выпадает карта мага. У вас огромные возможности, но маг, он как раз и допускает иррациональное. Он как раз не ставит перед собой каких-то клише. И, кстати, эти клише не навешивает на людей. Кто знает, может быть, встреча с таким человеком, которых, ну, среди, допустим, ваших знакомых такого типажа нет. Или нет таких людей, которые так думают, как-то по-своему, ход мысли идет по-своему. И значит, это возможность уйти от какой-то рутины для вас, мои дорогие. Поэтому вот такое взаимодействие. Тут, посмотрите, у нас показаны и животные, и птицы, и лимниската над головой у нашего мага, когда ему все возможно и понятно, все стихии в руках, и он просто с этим взаимодействует. Он не говорит, что этого всего не существует или невозможно это все
обыграть как-то воедино, в единое целое, весь наш многогранный, многоликий мир соединить и в итоге получить, ну, что-то невероятно хорошее, может быть, какой-то шедевр, или решить какой-то вопрос. Поэтому вот отказаться от таких возможностей может только тот человек, который закрывается. У вас нет препятствий, мои дорогие, если вы их сами себе не создадите каким-то стереотипом. Что скрыто? Тройка кубков. Праздник вообще-то у вас скрыт, мои дорогие, понимаете как? А вы это можете не заметить. Ну, вот все то, что я сейчас сказала, вы как будто либо можете пройти мимо счастья, удачи, возможностей, или отказаться от какого-то предложения, или просидеть просто все же, если у нас открываются какие-то возможности, и об этом говорит, обратите внимание, именно новые какие-то, или с нашим новым отношением к чему-либо или к кому-либо. Настолько противоположные карты, что можно не понимать ничего второго, а уже изображения, они дают подсказку. Мы можем просидеть вот так и, ну, ожидать, что судьба нас найдет и на печи. Вот есть такое выражение. И тогда мы не увидим ничего и не сможем решить какие-то вопросы. Поэтому, мои дорогие стрельцы, как минимум выйти судьбе навстречу определенно стоит. Дела, работа, бизнес. Ваша карта королева жезлов, ее как раз отличает то, что она очень удачно умеет решить все финансовые вопросы. Вообще она удачлива в делах, которые касаются либо имущества, как денег, приобретений, заработка. И королева жезлов умеет хранить тайны. Она умеет просчитать вовремя момент. Она умеет работать с информацией. Она притягивает к себе людей в самых разных. И это ей необходимо для того, чтобы вот эта самая информация или какие-то возможности, они не походили на какое-то стоячее болото, а как раз они обновлялись. Они были, может быть, из разряда альтернативных или каких-то поначалу выглядящих, ну, нелепо, а на самом деле открывающих новые возможности. По Плутону Водолея нам самое время переключиться как раз на альтернативный вариант нашей жизни, не то что событий, новостей и возможностей. И ваша карта, любая ваша, по сути дела, задумка с картой мага вы можете осуществить. Но что ее отличает именно по картам Таро? Вот тот самый момент умеет просчитать и уже действуя наверняка. Вот как будто если выстрелить, то попасть сразу в цель, в яблочко. А до нужного момента она больше анализирует. И вообще это карта самодостаточных людей, которые надеются сами на себя. Поэтому перспективы, если дела, работа, бизнес, что бы вы ни планировали, все от ваших действий зависит. Или, мои дорогие стрельцы, у кого-то от бездействия. Либо пан, либо пропал. Вот такое может для кого-то проиграться. Финансы, денежная энергетика. Но здесь больше рационализм и, правда, какой-то математический просчет. Если не хватает информации, вы ее найдете. Если нужно проанализировать что-то, значит, тоже в каких-то нюансах вы можете составить либо тезис-план, буквально на бумаге что-то просчитать, или найти, сложить какой-то пазл финансовый, у вас тоже получится. По пажу мечей тут как раз рационализм и поиск истины проходит, поэтому и это проигрывается со знаком плюс. И где-то и как интеллект, так и соединение, может быть, с интуицией, по сути дела, наш опыт нам где-то помогает, но это все то, что в более рациональных энергиях. Может быть, для кого-то из вас это будет касаться каких-то будущих проектов. С другой стороны, нам говорят, вообще-то деньги не тратим на этой неделе, потому что по пажу мечей скорее всего, просчитать, рассчитать, сориентироваться по деньгам, как и на эту неделю, так и на период жизни. И даже если у нас первая карта туз пентаклей или монет выпадает, то все равно от каких-то крупных покупках, как, скорее всего, на этой неделе речь не идет. А вот просчитать или, может быть, что-то согласовать, или предвидеть на далекие какие-то перспективы. Вот тут самое время. У вас выпадает карта мага, старший аркан, и это что помогает? Помните, наверное, маг – это не только великий манипулятор. Маг – это какая-то духовность. У мага есть всегда цель, идея.
И для него материализм не очень важен. Да, он всегда при деньгах, но для него не сама цель обогащения само по себе, а способ взаимодействия с миром. И вот где-то об этом как раз вам говорит карта. Личная жизнь. Император, у кого-то и личная жизнь может быть, который как через контакт с человеком, который наделен большими полномочиями, занимает высокий пост, может быть, вам придется согласовывать какие-то документы, или вы хотите какую-то свою личную историю, может быть, тоже решить, получить кто-то визу, например. Может быть, кто-то собирается отправиться по шуту, такое может быть, как планируемое путешествие. Или в какой-то момент времени на этой неделе вы решите, все, я переезжаю, я буду менять свою жизнь. И вот как раз перемены в жизни тоже проходят по нулевому аркану. У кого-то они будут связаны с работой, у кого-то с релокацией офиса, у кого-то с тем, что да я больше не хочу жить как прежде, правда, и я готов просто свою жизнь как-то реструктурировать от начала до конца. И вы можете вот так засобираться и начать готовить документы, какие-то согласования проводить. И придется в эти самые инстанции к чиновникам ходить. Тогда вот эта личная жизнь где-то будет по кабинетам. Вполне вероятно, такое по аркану император. У кого-то из вас дома, в семье есть такой император, мои дорогие стрельцы. Ну, хотя и вы сами тоже можете быть таким, потому что по императору у нас вообще проходит Марс. Почему старший аркан больше соответствует Овну? Марсовская вот эта энергия, когда есть импульс и есть желание настоять на своем. У кого-то из вас ваша такая позиция, может быть, дома, когда я хочу, чтобы было именно в том контексте и ключе, как я себе это представляю. Может быть, какие-то и возможности перед вами открываются. Но смотря чего касается дела, нам-то карта вообще-то говорит про мага, про волшебника, а он скорее проманипулирует, чтобы даже если с ним не согласились, или он знает, что с ним кто-то не согласится, он сделает так, что человек или подаст какую-то идею таким образом, что человек воспримет как свою собственную, и в итоге будет все так, как маг захочет. Вот у кого-то из вас, как вот эти две энергии, которые вам придется согласовывать, где-то желание, возможности и, может быть, и манипуляции, правда. А может быть, придется манипулировать, ходя вот в такие инстанции. У кого-то будет и так. Вообще, возможностей у вас безграничное количество. И единственный препон, мои дорогие стрельцы, это вот так просидеть по четверке кубков, пригорюнившись, и ничего не сделать. Правда, какой-то праздник себе самому отменить. Поэтому, знаете, как новые перспективы сами по себе могут открыться и в личной жизни. Или, может быть, смена статуса в отношениях. Вы раньше встречались, а тут вы решите жить вместе. Для кого-то из вас смена статуса по работе, получение новой должности. Или есть такие перспективы. И тогда куй железо, пока горячо. Не думай, что это предложение тебе будет и завтра, и послезавтра. Тут придется быстро на что-то отреагировать. Если мы можем что-то упустить, если опять же отложим что-то на потом. Ну, мои дорогие стрельцы, до бесконечности можно, наверное, перечислять все возможности, поэтому перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.